Художественная роспись стен. Искусство росписи стен существует уже много веков. Фрески Средневековья и живопись античных времен трансформировались в современную художественную роспись, которая также пользуется популярностью. В таком виде дизайна есть масса преимуществ. Главное, вы можете создать шедевр, не будучи художником, и вложить минимальные средства. Рассмотрим все нюансы. Свежий оригинальный декор. Художественная роспись стен – декор необычный для современного оформления помещения. Однако в последнее время он все больше набирает популярность. Подойдет как для ценителей живописи, так и для любителей оригинального декора. Он может внести в квартиру нотки элегантности и помпезности, особенно если в проекте дизайна есть колонны, а также создать экстравагантный образ, придуманный вами. Все, что пожелает душа хозяина. Зависимо от ожидаемого результата, можете отыскать профессионального художника и заказать роспись в соответствии с любыми требованиями. В этом случае можете дать волю фантазии, изобразив любые, также самые необычные идеи. Но если нет возможности прибегнуть к помощи мастера, вы можете сделать роспись стен своими руками. Это один из важных плюсов данного декора. Он не вызовет трудностей, сократит затраты на ремонт, к тому же вы можете воплотить все свои идеи с помощью кисти и краски. Такой вариант подойдет не только для большого помещения с огромной глухой стеной. Вы можете украсить маленькую спальню, детскую, кухню и даже ванную. Декорировать будет удобно и стену с окном, роспись только добавит оригинальности. Еще одно доказательство полезности такого дизайна: вы можете замаскировать свисающий по стене шнур от кондиционера или телевизора, а также превратить детские настенные каракули в настоящий шедевр. Выбираем краску. Современные технологии создания красок предлагают вашему вниманию большой ассортимент. Можете использовать масляную, акриловую, темперную, флуоресцентную краску. Они отличаются в основном свойствами, скоростью высыхания и насыщенностью. Флуоресцентная краска известна своими способностями светиться при воздействии на нее ультрафиолетовых лучей. Здесь представлены основные виды, применяемые для художественной росписи краски. Также можете использовать аэрозольный вид, но после работы в закрытом помещении таким способом необходимо будет длительное проветривание. Также она может негативно сказаться на самочувствии художника, вызвать тошноту, головокружение и головные боли, возможно аллергическая реакция. Иметь дело с аэрозольными красками рекомендуется на открытом пространстве с доступом большого количества свежего воздуха. Выбор основы зависит от ожидаемого результата. Акварель создаст нежный рисунок с размытыми очертаниями. Чтобы выделить необходимые зоны, можете комбинировать ее с другими видами. Обратите внимание, что акварельную роспись необходимо покрыть лаком для лучшей сохранности рисунка. Флуоресцентной можно подвести некоторые элементы или нарисовать небесные светила в детской. Зачастую для художественной росписи жилых помещений используется масляная основа. Размещение рисунка. Фактор, на который также стоит обратить внимание: если не планируете покрывать рисунок лаком, нужно с осторожностью выбрать место его расположения. Основными критериями для размещения являются температура и влажность. Нельзя помещать росписи на стену над радиатором и на место, где может скапливаться конденсат. В этих местах краска может потечь или потрескаться. Для надежности лучше защитить рисунок от воздействия негативных факторов среды с помощью лака. Этапы создания. Перейдем к подробному описанию, как расписать стену. Начинаем творение с подготовительных работ. Необходимо подготовить нужные материалы: кисти, краски, растворители при надобности, тряпки, трафареты в зависимости от техники, стремянку, палитру для смешивания цветов. Подготавливаем стену. Обратите внимание на поверхность.
Роспись можно наносить на штукатурку и обои, предназначенные для такого рода эксплуатации. Поверхность должна быть обезжирена и чистая от пыли, налета и предыдущей краски. Для масляного материала стену нужно покрыть грунтовкой. Для акварели она должна быть немного влажной. После выполнения подготовительного этапа переходим к нанесению эскиза. Контуры можно наносить, приложив трафарет к стене, или нарисовать от руки в соответствии с эскизом. Далее заполняем полученную оболочку, дайте рисунку хорошо высохнуть, после этого покройте его слоем лака. Помните, после проведения работ обязательно хорошо проветрите помещение. Особенности нанесения. Для лучшей сохранности рисунка обратите внимание на некоторые особенности при работе. Наносить материал лучше тонким слоем. Перед покрытием обязательно обработайте стену грунтовкой для масляной или оставьте влажную штукатурку для акварели. Нанесение эскизов – обязательная часть для маленького или для большого помещения. Будьте осторожны, нанося изображение на потолок или высокие поверхности. Перед лакированием убедитесь, высох ли рисунок. Обязательно проверьте места обильного скопления краски. Важно! Выполните меры предосторожности при работе с едкими веществами. Различные техники. Современная живопись отходит от средневековых фресок, техника росписи стен по мокрой штукатурке. На данный момент существуют различные варианты. Для начала вид росписи зависит от выбранной краски, которую мы рассмотрели выше. Если сомневаетесь в выборе, посоветуйтесь со специалистом. Он сделает проект, показав, как будет выглядеть творение в завершенном виде. Также создаст эскиз и поможет в выборе основы. Второй критерий – вид нанесения. Для переноса рисунка на поверхность используйте следующие способы. Трафаретный. Для этого распечатайте понравившийся узор, переместите его на жесткую поверхность, затем обведите контур, приложив трафарет к стене. Также данное приспособление можно купить в уже готовом виде или прибегнуть к помощи дизайнера. Этой техникой в основном наносятся несложные узоры или простые рисунки. Здесь можно использовать как кисть, так и валик для ускорения процесса. Ручная роспись. Все представленные виды в целом относятся к ручной росписи, но данная техника подразумевает нанесение контурного эскиза, а после этого заполнение полученной оболочки. Данный вид считается самым сложным, хотя все зависит от выбранного рисунка. С помощью проецирования. Техника не требует создания эскиза. Достаточно найти понравившуюся картину с помощью проектора, перенести ее на стену и рисовать по этой проекции. Данный способ помогает с точностью воспроизвести нюансы картины, при этом не будучи художником. Переходим к делу. Определившись с выбором рисунка, красок и техники, переходим к созданию образа. Предлагаем несколько вариантов для разных помещений. Гостиная. Выбор гаммы и тематики зависит от общего стиля комнаты. Для любой расцветки хорошо подойдут черные силуэты любого понравившегося вида. Они гармонично впишутся в холодные и теплые оттенки, при этом не будут выглядеть мрачно. Для большой гостиной прекрасным вариантом станет акварельная роспись на всю стену. Сделайте ее в холодных светлых тонах для создания ощущения свободы и пространства. Или используйте теплые цвета, чтобы создать уют. Примером может служить цветочная роспись фиолетового или синего оттенков с добавлением зеленого на белом фоне. В этой комнате лучше использовать ручную роспись. Спальня. Здесь будет уместна помощь трафаретов. Ими можете создать оригинальные узоры, сделав рамку для фотографий, которые станут отличным дополнением и напоминанием паре о чудесных моментах, проведенных вместе. Для спальни рекомендовано использование спокойных мотивов и теплых цветов. Из холодной гаммы подойдет серый, голубой и светло-зеленый. Добавьте белых ноток, и нежный, способствующих расслаблению рисунок готов. Детская.
В этой комнате творческие мысли позволено воплотить в полной мере. Вы можете создать оригинальный и модный дизайн, пригласив мастера. Тогда получите обилие ярких тонов и точное отображение выбранной тематики. Владея художественным талантом, у вас получится самостоятельно изобразить любых героев малыша, разукрасив всю стену. Если таланты не позволяют творить в большом объеме, у вас есть шанс расписать стену вместе с ребенком. Для этого используйте трафареты или проекторную технику. Такой выбор станет хорошей возможностью провести весело время вместе и дать ребенку проявить свои художественные способности. Правила ухода. Несмотря на то, что материалы и способы их нанесения отличаются от используемых в Средневековье, определенный уход за изделиями потребуется. Для начала не забудьте покрыть картину лаком. Это упростит уход и позволит оставаться ей свежей долгое время. Если покрытие не входит в планы, пользуйтесь сухой тряпкой для удаления пыли. Следите за температурой и влажностью помещения. Если рисунок потек, сделайте небольшие исправления с помощью кисти. Периодически обновляйте яркость изображения или меняйте его полностью. В целом, при использовании защитного покрытия уход сократится до удаления пыли со стен влажной тряпкой. Правила ухода достаточно просты, так что можете смело воплощать свои мечты в реальность, создавая нереальные образы себе на радость и друзьям на зависть.